Приветствую всех вас на своем экспериментальном видео. У этого видео все сделано с помощью нейросети. Название, сценарий, вплоть даже до превью все дошло. А сегодняшняя тема видео – все типы компьютерных вирусов. А теперь погнали к видео. В настоящее время, когда мир все больше становится зависимым от интернета, безопасность сети играет критическую роль в защите конфиденциальных данных и личной информации. Осознание этого факта становится все более важным, поскольку мы все время сталкиваемся с риском вирусных атак и злоумышленниками в онлайн-мире. В свете этих обстоятельств необходимо иметь полное представление о различных типах компьютерных вирусов, чтобы эффективно бороться с ними и защищать нашу цифровую безопасность. Это видео призвано поделиться всесторонними знаниями о важности безопасности в сети, как одного из наиболее важных аспектов современной жизни. Мы погрузимся в мир цифровых угроз и опасностей, с которыми мы можем столкнуться в онлайн-среде. Здесь будут рассмотрены такие вопросы, как возможные последствия нарушений безопасности в сети, кража личной информации, шпионаж, мошенничество и многое другое. Будет также рассмотрено влияние компьютерных вирусов на работу и личные данные. Безопасность сети играет не только решающую роль в защите нашей личной информации, но также имеет глобальное значение для целостности и стабильности всего интернета. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы могут серьезно подорвать доверие пользователей к онлайн-услугам, вмешаться в работу государственных органов и представить угрозу для экономического развития. Поэтому оценка и усиление безопасности в сети является приоритетной задачей как для отдельных пользователей, так и для организаций. Одним из ключевых аспектов обеспечения безопасности в сети является понимание различных типов компьютерных вирусов и их характеристик. Злоумышленники постоянно разрабатывают новые варианты вирусов и методы атаки, поэтому важно быть хорошо информированным и готовым к реагированию на новые угрозы. Это видео поможет ознакомиться с основными типами вредоносных программ, такими как трояны, черви, шпионское программное обеспечение и многое другое. В мире компьютерной безопасности вирусы черви являются одним из наиболее распространенных видов вредоносного программного обеспечения. Эти вирусы относятся к категории вредоносных программ, способных самостоятельно распространяться по компьютерным сетям и заражать другие устройства. Проще говоря, вирусы черви представляют собой программы, которые активируются на компьютере и автоматически начинают копировать себя и производить массовую рассылку на другие компьютеры и сети. Следовательно, они могут быстро распространяться и внедряться в большое количество устройств. Исходя из истории компьютерных червей, несколько чрезвычайно перспективных вариантов демонстрируют различные методы их распространения. Например, известен случай с вирусом-червем под названием I Love You, который был разослан по электронной почте в форме прикрепленного файла с названием loveletterforyou.txt.vbs. Используя завлекательное название, этот вирус смог обмануть многих пользователей и убедить их открыть прикрепленный файл, что привело к быстрому распространению вируса. Другой пример – вирус червь Code-Red, который атаковал веб-сервисы, используя уязвимость в программном обеспечении Microsoft EES. Червь автоматически сканировал интернет в поисках новых уязвимых серверов и затем индексировал их, чтобы получить доступ к зараженным устройствам. Последствия заражения вирусами-червями могут быть разнообразными и серьезными. Они могут привести к потере данных, украсть личную информацию, вызвать сбои и нестабильность работы компьютера, или даже оказать негативное влияние на работу всей компьютерной сети. Понимание этих рисков и принятие соответствующих мер безопасности – это ключевой шаг для защиты от заражения вирусами-червями. Также понимание, что такое вирусы-черви и как они распространяются, примеры известных компьютерных червей и последствия заражения – это основные аспекты, которые следует учитывать в контексте компьютерной безопасности. К тому же, принятие соответствующих мер предосторожности и бережная осторожность могут помочь минимизировать риски заражения и обеспечить безопасность в сетевой среде. Троянские программы представляют собой вредоносные программы, которые маскируются под полезные или необходимые для пользователя приложения. Их основная цель – незаметно проникнуть на компьютер пользователя и выполнить различные вредоносные действия, такие как кража личных данных, установка дополнительных вредоносных программ или получение удаленного доступа к системе. Существует несколько распространенных способов, с помощью которых трояны могут быть установлены на компьютере пользователя. Один из таких способов – это скрытое включение трояна в обычные приложения или загрузочные файлы. Когда пользователь скачивает и устанавливает такое приложение или файл, троян постепенно устанавливается на системе и начинает свою вредоносную деятельность.
Одним из распространенных видов троянских программ являются дропперы. Это особые виды троянов, которые имеют способность загружать и выполнять другие вредоносные программы на компьютере пользователя. Они часто используются для установки шпионских программ или рекламного элемента на компьютер, а также для создания ботнетов, сетей зараженных компьютеров, которые могут быть использованы для проведения кибератак. Также существуют трояны-шейкеры, которые изменяют свою структуру или подпись, чтобы избежать обнаружения антивирусной программой. Это делается с целью уклониться от обнаружения и установиться на компьютере пользователя незаметно. Троянские программы являются серьезной угрозой для безопасности компьютера и конфиденциальности личных данных. Руткиты представляют собой вредоносное программное обеспечение, которое операционная система компьютера не может обнаружить или удалить. Они могут иметь серьезные последствия для безопасности системы, так как позволяют злоумышленникам несанкционированный доступ и контроль над компьютером. В этом контексте важно понять, как руткиты влияют на компьютер и как они могут быть использованы злоумышленниками. Воздействие руткитов на компьютер может быть разнообразным. Во-первых, они могут скрывать свое существование, что делает их обнаружение сложным для пользователей и защитных программ. Это позволяет руткитам продолжать работать незаметно, выполняя нежелательные действия без ведома пользователя. Кроме того, руткиты могут изменять поведение операционной системы, внося в нее определенные модификации. Например, они могут изменить функциональность системных вызовов или скрыть файлы и процессы от просмотра. Это может привести к нарушению нормальной работы компьютера и влиять на его производительность. Важно отметить, что руткиты могут быть использованы злоумышленниками с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам. Это может позволить им украсть всю личную информацию, такую как пароли или данные банковских карт, или даже установить дополнительное вредоносное программное обеспечение для дальнейшей атаки на систему. Одним из основных признаков заражения руткитом является наличие аномалий в работе компьютера. Например, появление неизвестных процессов в диспетчере задач, неожиданные сбои операционной системы или отклонения от обычного поведения приложений могут свидетельствовать о наличии руткита. Некоторые из них также могут изменять данные файлов на диске или создавать скрытые разделы, что также может быть признаком их присутствия. В целом, руткиты – это серьезная угроза для безопасности компьютеров. Изучение и понимание их влияния могут помочь пользователям принять соответствующие меры для защиты своих систем от потенциальных атак и последствий злоумышленников. Вирусы adware и spyware имеют определенные характеристики и воздействуют на компьютерных пользователей в различных аспектах. Adware или рекламное программное обеспечение представляет собой тип вирусов, который часто внедряется в систему, чтобы отображать различные рекламные объявления на экране. Пользователи могут не заметить его присутствие, пока не начнут появляться раздражающие рекламные баннеры, всплывающие окна или перенаправление на нежелательные сайты. Более того, adware также может собирать информацию о пользователях и их привычках для улучшения таргетированной рекламы или даже продажи этой информации третьим лицам. Spyware или шпионское программное обеспечение представляет собой тип вирусов, который без ведома пользователя собирает личную информацию и передает ее третьим лицам. Это может включать данные о посещенных сайтах, введенных в поисковой системе запросах, логинах, паролях, финансовых данных и других конфиденциальных сведениях. Разработчики Spyware укрывают его под обычные программы или файлы, чтобы пользователи даже не подозревали о его наличии. Одним из наиболее заметных влияний adware и spyware на пользователей является ухудшение производительности компьютера. Загрузка рекламных баннеров и всплывающих окон может занимать значительное количество ресурсов операционной системы, что приводит к замедлению работы компьютера, а иногда даже к неожиданным сбоям. Кроме того, шпионские программы постоянно собирают информацию и передают ее третьим лицам, могут вызывать у пользователей ощущение нарушения личной жизни и чувство небезопасности. Борьба с adware и spyware стала неотъемлемой частью компьютерной безопасности. В целом необходимо принимать серьезную меру в этой борьбе, чтобы защитить свою личную информацию и обеспечить безопасное использование компьютеров и интернета. Уязвимости нулевого дня являются особым видом уязвимости информационных систем, которые появляются без предварительного обнаружения и изучения. Это означает, что разработчики программного обеспечения и операционных систем не узнают эти уязвимости до того, как они уже были использованы злоумышленниками. Злоумышленники часто ищут и эксплуатируют уязвимости нулевого дня, чтобы получить несанкционированный доступ к компьютерным системам и внести различные изменения, включая кражу
конфиденциальных данных и установку вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники часто ищут и эксплуатируют уязвимости нулевого дня, чтобы получить несанкционированный доступ к компьютерным системам и внести различные изменения, включая кражу конфиденциальных данных и установку вредоносного программного обеспечения. Использование уязвимостей нулевого дня позволяет им оставаться незамеченными защитными механизмами и осуществлять целевые атаки, безопасность которых еще неизвестна разработчикам. Важно отметить, что не все программы и операционные системы одинаково восприимчивы к атакам. с использованием уязвимостей нулевого дня. Некоторые программы и операционные системы, особенно те, которые находятся в широком использовании и имеют большую популярность, чаще всего и становятся объектом таких атак. Это связано с тем, что злоумышленники стремятся максимизировать потенциальное воздействие своих атак, выбирая цели, которые могут причинить наибольший ущерб или принести наибольшую выгоду. Таким образом, понимание уязвимостей нулевого дня и того, как они используются злоумышленниками, является важным фактором для обеспечения безопасности информационных систем. Как следствие, разработчики и пользователи программного обеспечения и операционных систем должны быть внимательными и осведомленными о возможных угрозах, чтобы принять соответствующие меры предосторожности и минимизировать риски. Ботнеты в информационной безопасности – это сети зараженных компьютеров, которые контролируются злоумышленниками для проведения различных кибератак. Каждый компьютер в ботнете называется зомби или бот и выполняет команды, получаемые от хакера, без ведома его владельца. Ботнеты могут использоваться для самых разнообразных целей, включая массовую рассылку спама, перехват личных данных пользователей, распределенные денежные атаки, управление распределенной системой отказа в обслуживании, также известная как DDoS, и другие виды атак на компьютерные системы. Как правило, процесс заражения компьютера ботнетом начинается с подделки электронных писем, содержащих вредоносные вложения или ссылки на вредоносные сайты. Если пользователь открывает такое письмо или переходит по подозрительной ссылке, его компьютер может быть заражен вредоносным программным обеспечением и стать частью ботнета. При этом пользователь часто не осознает того, что его компьютер используется злоумышленниками для злонамеренных действий. Признаки заражения компьютера ботнетом могут быть очень разными, и их обнаружение может потребовать специального анализа. Однако некоторые общие признаки включают постоянную активность сетевой активности, необъяснимое падение производительности, установку и запуск подозрительного программного обеспечения без разрешения пользователя, частые сбои системы и другие аномалии в работе компьютера. В данном видео были рассмотрены основные типы компьютерных вирусов, их характеристики и способы распространения. Было отмечено, что вирусы могут нанести значительный ущерб как индивидуальным пользователям, так и организациям. Одним из ключевых моментов, которому следует уделить внимание, является важность обновления антивирусного программного обеспечения. Регулярные обновления помогают обеспечить защиту от новых видов вирусов и сохранить высокий уровень безопасности. Кроме того, были представлены советы по безопасности в сети и защите от вирусов. Основные рекомендации включают в себя использование надежных паролей, регулярное создание резервных копий данных, осторожность при открытии вложений в электронных письмах и скачивании файлов из ненадежных источников. Также важно обновлять операционную систему и другое установленное программное обеспечение, чтобы закрыть известные уязвимости. В целом, соблюдение этих рекомендаций поможет минимизировать риск заражения компьютера вирусами и обеспечит безопасность в онлайн-среде. Важно помнить, что безопасность должна быть приоритетом для каждого пользователя, поскольку последствия нарушения безопасности могут быть серьезными и привести к потере данных или финансовым убыткам. А на этом видео полностью сгенерированное нейросетью закончилось. Если вам понравился такой экспериментальный ролик, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. А также не забудьте написать идеи для следующего ролика в комментариях. Спасибо за просмотр. Всем пока.